Катрин, добрый день. Спасибо большое за приглашение. Для меня большая честь сегодня быть с вами на этом прекрасном мероприятии. Спасибо, Ирина. И я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Расскажите, пожалуйста, как девушка из Ростова стала владелицей замка во Франции? Хороший вопрос. Просто был путь особенный, свой. Из Ростова, получается, в 2014 году я переехала в Москву. Там я познакомилась с будущим мужем. И в 2017 году мы переехали жить к нему под Парижем. И так получилось, что мы решили поменять всю свою жизнь. Мы уехали из нашего дома и выбрали целенаправленно регион Бордо, потому что здесь солнце, вино, еда, море. Рассматривали какие-то другие регионы или только Нет, сразу прям Бордо? целенаправленно было. Конечно, мы хотели быть под Бордо, то есть это 33-й регион. Мы живем в 47-м, называется Lot-et-Garonne. И намного приятнее оказалось находиться здесь, потому что мы в самом гастрономическом регионе Франции. Здесь и помидоры, и клубника, и вкусное мясо, и фуагра, и утка. Я знаю, что вы смотрели другой замок перед этим, но что-то пошло не так. Да, на самом деле история началась очень интересно, что муж мне прислал руины какого-то замка. Я недавно, кстати, наткнулась их в WhatsApp. Вот. И я была дома в Ростове у мамы и пишу ему: ты знаешь, ты что, замок хочешь купить? И у него началась там, то есть этот бумеранг, вот эта мысль запустилась. И через неделю он говорит, что открывает газету Дрeux и видит вот как раз таки этот замок Шато-де-Стор под Парижем. И он говорит: ты знаешь, поехали посмотрим. А до этого разговора не было? Вообще никогда. Вообще. Он даже не рассказывал, потому что позже он мне рассказал, что это была идея именно его папы всю жизнь. У него папа покупал, каждую неделю выходили журналы с недвижимостью. Он просматривал шато, он хотел шато, и то есть вот Самуэль решил осуществить мечту своего папы. Вот, да. Папа не осуществил свою мечту, просто хотел. Он не осуществил, его не поддержала его жена. Это потому что это нужно быть смелым, чтобы переехать в замок. Это большая ответственность. Постоянная вовлеченность. Постоянная вовлеченность. Это выбор. Поехать на море в отпуск или провести лето в своем саду. Уехать на неделю или все-таки на 2 дня, потому что ты знаешь, что у тебя есть большой дом, у тебя есть собаки. Вот. То есть это большая ответственность. С первым замком, ничего не получилось. Ничего не получилось, потому что, конечно, там была очень красивая история. Замок принадлежал, его построил Принц Конти, он принадлежал семье Монтебло. Это был как раз период конца XIX века. Это был амбассадор Франции в Санкт-Петербурге. И они очень хорошо дружили с семьей Романовых. Алексей III приезжал в гости на охоту, там есть фотографии. Николай Романов подарил сибирского медведя. Там на территории дома был грот с сибирским медведем, а жена амбассадора высадила, в общем, эти семечки, то есть посадила рассаду герани, называется у нас жераньем. И целый вагон герани отправили в Санкт-Петербург, чтобы высадить, не знаю, в какая красивая история. Да, и мы как с Самуэлем такие: о, Франция, Россия, все это знак, все надо идти делать. Вот, и когда мы были наверху, там шато, получается, классические каскады, лабиринт. Он был больше, чем этот? Меньше, и земли там было меньше. И, получается, тоже нас пугало, что не было целой башни, потому что во время Второй мировой американцы пронеслись, в общем, над самолетами и спустили бомбы. Они ошибку сделали и думали, что это немцы. И нам такие говорят: вы можете отреставрировать, может быть, там бомбы, но мы не знаем, разбирайтесь сами. Вот, и, в общем, мой муж взял американского партнера в эту историю,
И случились там, в общем, финансовые проблемы у партнера в Америке. В общем, заблокировали все счета, потому что там была тоже наследственная история, нельзя было выводить деньги из страны. И день в подписи 19 февраля мы звонили. Вы даже помните дату, да? 19, потому что это был день рождения папы мужа. Ничего, как... И он хотел как сделать сложилось, подарок да? именно к папе, выбрал именно 19 февраля. И я помню, это было 5 часов, нужно было дать решение. Он говорит, ну, типа, Кать, что мы будем делать? Я говорю, ну, звони, мы отменяем. То есть мы не успели бы даже взять кредит, потому что был второй покупатель. Кстати, этот дом сейчас купил Prince Qatar, как они обычно все скупают во Франции. Они его выкупили, и сколько уже прошло? Это был 18-й год, до сих пор никаких нет строительных работ. Просто выкупили и стоит закрыто на ключ. То есть это был не ваш путь. Да. А вот тот момент, когда Самуэль позвонил и сказал, что я хочу купить шато, какая у вас была реакция? Когда Шок? он мне сказал? Да, первый раз, когда он... Но он не говорил прям купить, он говорит, я хочу поехать посмотреть. И я говорю, ну, слушай, за спрос тебя никто не осудит. Это как пойти в магазин Бентли и посидеть в Бентли, даже если ты не готов купить Бентли, но ты понимаешь, что ты хочешь именно этот автомобиль, и ты понимаешь, что ты хочешь такие сиденья, такой цвет, и замком я ему предложила сделать то же самое. Говорю, если тебе нравится почувствовать, если это твое и не твое, то есть ты можешь в любой точке мира сходить, посмотреть недвижимость, которая тебе нравится. И все, мы пошли. И второй раз под Парижем мы сходили уже после свадьбы. Была моя мама, брат, моя подруга, вся семья. Мы всей семьей поехали смотреть этот замок под Парижем. В итоге вот мы его как раз-таки и не купили. И потом был уже шато Марсельюз. Да, не сразу. То есть, получается, сделка в феврале не состоялась. И что происходило дальше? Мы смотрели с мужем фильм, называется «Les petits mouchoirs», «Маленькие носовые платки», это фильм Гийом Кане. Все события происходят на Кап-Ферре, на полуострове Кап-Ферре. Который здесь рядом. Да, и я говорю, здорово, нужно нам забронировать дом, давай посмотрим, что мы будем делать летом. И пошел какой-то процесс, разговор, и я говорю, ты знаешь, мне так понравился Бордо, мы уже здесь были, просто на отдыхе перед свадьбой. Я говорю, если ты готов, то мы можем поехать туда. У него раз так там лампочка загорелась, и он говорит, и я говорю фразу ему, ты знаешь, я уже посмотрела на сайте шато, они там стоят намного дешевле. Я уже сделала предварительную работу и подготовила почву. Причем это все было так очень искренне, то есть не было никаких мыслей, там, прагматичности, каких-то планирований, то есть все шло откуда-то изнутри, из души. И он говорит, да, давай смотреть. И мы в тот же вечер начали смотреть property. Мы посмотрели 17 домов, получается, в неделю по 5. И вот физически. Вы съездили в 17 домов. Они все были, то есть у нас было где-то от 3 до 5 домов в неделю. Расстояния были большие. То есть самое максимум мы проезжали, наверное, за все 5 дней мы проезжали где-то 300, 400, 500 километров. Потому что мы смотрели Медок, мы смотрели юг Бордо, мы смотрели север Бордо, мы смотрели даже Дордонь, Бержерак. Когда уже посмотрели все, потом ушло где-то 2 месяца на то, чтобы принимать решение, потому что мужу нравился дом под Бержераком. Я называла его Maison de Grand-Mère, типа бабушкин дом. Он, правда, был очень похож, как ты едешь в гости к бабушке. Там было 50 гектар, нам отдавали овец. И я думаю, отлично, у меня еще будут овцы. Конечно, не было вот этого театрального зала, как в Марсельюсе, либо был Марсельюс. То есть было два выхода. И, наверное, выбрали мы Марсельюс, потому что мы уже знали, что мы будем заниматься мероприятиями, отельным бизнесом, ресепшеном, в общем, всей этой историей. И я говорю, слушай, такой зал,
ну, его практически нет ни в одном шато. Это настолько редкость, это настолько такая жемчужина декора. Это нам поможет. Говорю, дом будет работать на нас. И все, и подписали, и переехали. Я считаю, что это правильный выбор, такой великолепный дом. Безумно, безумно все тут красиво, искусно. Немножечко хотела бы спросить про детство ваше и про французский язык, да? Был ли французский в школе или французский появился уже позже в университете? И были ли вы амбициозным ребенком, да? Например, я из маленького города Старый Оскол, и мне всегда хотелось уехать, и я всегда думала о том, что мир большой и интересный, а я тут вот где-то in the middle of nowhere. И вот мне всегда кажется, что люди, которые уехали и чего-то добились, они уже с самого детства знали, что их ждет Я думаю, что-то большее. Да, только опять же это все было неосознанно. Да, амбициозный ребенок, сцена, танцы, английский с 5 лет. Моя мама, я писала как-то об этом в Инстаграме, моя мама хотела, чтобы я стала дипломатом. Она представляла меня в красивом, шикарном костюме на частном самолете, чтобы я ездила на бизнес-переговоры и разговаривала на многих языках мира. Какая прекрасная мама. Да, но в итоге получилось в принципе то же самое, чем я занимаюсь каждый день. Я тоже веду переговоры дипломатические, потому что отельная история — это тоже навык коммуникации, работа с реставрацией дома. Безусловно. Вот. И в детстве один из ярких моментов, у каждого у нас есть любимый персонаж из нашей диснеевской истории. Мне нравилась Анастасия Романова. Вот. Когда появился этот мультик «Анастасия», и я себе говорю, так, я чувствую, я Анастасия, вот, и мне нужно вернуться к моим родственникам во Францию. То есть это не прям была вот амбиция, какая-то одержимость, что я хочу, потому что моих многих одноклассниц в институте все хотели выйти замуж за иностранца, хотели, не знаю, какую-то жизнь, виллу. Мне просто, я Анастасия Романова. Мне просто нужен замок. Нет, даже просто мне было, мы жили в обычной квартире, просто в самой обычной, где был, как говорят, зал, кухня и спальня. Я свою жизнь прожила в зале на диване. Ну, то есть у меня даже никогда не было своей комнаты. То есть, ну, как классическая история, что зал — это и есть комната для ребенка. В общем, я жила большую часть с бабушкой, с дедушкой, потому что мама много работала. И уже там, когда мне 7-8 лет, она познакомилась с новым мужчиной, и мы вот начали переезжать с квартиры на квартиру, но все равно я жила вот непонятно ни там, ни здесь, то есть в общем, в общественном пространстве. Ну, как и многие... Да, то есть это был очень классический, стандартный формат детства. Вот, и, в общем, вот это вот 20, там сколько, 15 квадратов, я представляла, что это красивый зал, именно зал, большой салон, когда вот эти вот музыка, вальс Анастасии, Эдит Пиаф, Мария Матье, я же еще танцами занималась, бальными, то есть и музыка нет, тоже нет? Про музыку отдельная история. Я занималась только танцами, я занималась именно бальными, на паркете танцевала, вот, и вот эти вот кружения в вальсе, то есть представление, визуализация, что красивые платья. И вот недавно, это месяц назад, я наткнулась в Инстаграме на девушку, которая перепела песню Once Upon a December на французском. И я вижу этот кусочек из мультика, я вижу эти колонны, я вижу этот зал, я вижу вот эти вот духи, которые там спускаются и танцуют на этом большом зале. Она там потом встречается с папой, я маме отправляю и говорю, ты же понимаешь, что немножко похоже, что Гранд Салон, Шато Марселюс. Да, что это я. И я такая, мам, мне кажется, я все-таки дома. Ну, это, конечно, странно говорить, но правда я это часто ощущаю.
Да, вы говорили, что а, здесь как будто бы ваш дом, как будто вы вернулись домой, да? Если... Да, и в том, что у нас очень глубокий диалог с домом, что, во-первых, даже когда в бизнесе идет история, когда там у нас бывают стратегические какие-то с моей командой обсуждения, и мы понимаем, что даже в интернет, в социальных сетях, что дом идет параллельно со мной, с личным брендом. И нет даже никакого разрыва, ну, даже там в подписчиках, все идет рядышком. То есть дом развивается, и я развиваюсь, и дом развивается. То есть это как единое целое. Да, давайте немножко расскажем, насколько большой дом и пространство здесь, потому что не все знают и не все оценивают. И да. Хорошо, расскажу. Сколько квадратных метров, этажей, комнат? Значит, на весь дом 1200 квадратных метров. Вот, из них Невероятно. получается 4 этажа. Подвальный этаж, где 16 век сохранился, потому что до этого была крепость Генри IV. Потом у нас основной зал, вот где мы находимся, еще 250. Получается, французы говорят на втором этаже, да, то есть по-русски это на третьем этаже спальни, их 7-8, одну часть вот я себе забрала, получается всего можно сделать 7, на данный момент их 5. И над этим третьим этажом есть еще один этаж, полностью тоже там были спальни, там жил персонал. Вот. Пока что я не знаю, что с ним делать, потому что в шато горела крыша в 1966 году, и раньше там были окна. И чтобы восстановить крышу, пришлось часть окон закрыть, замуровать. Сейчас нужно понять, либо мы опять открываем, либо мы все-таки его делаем как технический этаж, потому что я все-таки думала оставить его техническим. Намного легче провести всю коммуникацию, электрику, кондиционирование через пол и просто спустить под потолок. Вот. Но я не знаю, что будет. И еще есть терраса, да, наверху? Есть терраса, то есть это специально сделали выход на террасу, чтобы можно было чистить крышу от листьев, потому что у меня большой лес, 35 гектар, большие, как они называются, шен, дубовые деревья, то есть они здесь стоят с 18 века. У меня была еще большая липа, и все вот эти, в общем, листья, они летели в крышу, и потом происходит потеки. И как только вы купили дом, вы сразу же начали заниматься реставрацией, да? История получилась очень интересная. Мы должны были переехать в июне 2020 года, но всех нас встретил прекрасно ковид. Да. У нас был сначала один покупатель, и из-за ковида у него не получилось взять кредит. И к нам пришел второй покупатель, и между первым соглашением и продажей нужно минимум, чтобы прошло 3 месяца. И мы собрали вещи, 24 октября мы уехали из дома. И вот 7 ноября мы заехали в шато Марселюс. И получилось так, что с моей подругой-фотографом мы планировали одну очень интересную съемку. И у нее был, есть друг-модель, очень известный в Париже, и он мог только в начале декабря. И когда мы переехали в дом, я не могла принять гостей в пространстве, которое было не жило много лет. То есть сколько лет здесь никто не жил? Последняя хозяйка Розелин Мобро, она умерла в 2010 году, и 3 сына выставили на продажу тут же дом. Дом продавался 9 лет. Вот. Я все-таки думаю, что он ждал нас. Вот. И они здесь были только 2-3 раза в год. То есть, понимаете, состояние, комнат, пыль, грязь. В общем, сама атмосфера не самая приятная. И я думаю, хорошо, раз известная модель, как бы едет инфлюенсер, надо сделать красивое пространство. И я покупаю краску, кисточки, начинаю, в общем, все мыть. Так я думаю, так вот нужно перешить балдахин, потому что там была ткань просто на выброс. Я пошла на чердак, там ждали меня большие сюрпризы, трезори.
Я нашла там очень много тканей оригинальных, даже вот балдахин, который в комнате, поэтому называется комната балдахин, он пошит руками, но это была ткань на 2 кровати. И я понимаю, что мне из 2 комплектов нужно сделать цельный балдахин, и я с трясущимися руками 2 недели назад, приехав в Шато, просто резала эту ткань. Кто шил? Я. Сама? Да, все сшивала, и я так Невероятно. боялась, думаю, если я сейчас ошибусь, простите меня, дорогие, в общем, дорогие жители дома Марселюс, если я испорчу эту ткань. Но все получилось. Все получилось. Невероятно. Вы все делаете. Шьете шторы, готовите, реставрируете дом. Я знаю, вот что зеленая комната была недавно отреставрирована. 12 человек там Высота было. потолков 5,5. 5,5. Да. Как можно туда добраться? Я даже не могу себе Мы представить. арендовали леса, чтобы закончить, потому что это был, наверное, самый первый крупный проект в Шато именно по реставрации, то есть мы снесли все. Мы сделали заново потолок, мы сделали заново стены, пол восстановили, вот, и да, было 1,5 месяца работы. Все, что внутри, можно реставрировать без согласования, да? Насколько я знаю. А фасад? Значит, в нашем доме, где мы сейчас находимся, Салон Роз, он исторический памятник, классе. Большой салон тоже классе. Фасад, лестница, все вроде, да. Это вот. то, что нельзя трогать. Но так как на встречу, когда мы переезжали в Шато, мы пригласили архитектор на тот момент, он был по историческим памятникам. Мы с ним, в общем, познакомились, и я у него ничего не спрашивала. Почему? Потому что... Это очень все было долго. Каждую комнату, если я могу рассказать одну смешную историю. Очень люблю смешные истории. И 21 год, звонок. Нет, письмо. Bonjour, est-ce que vous avez d'espace? В общем, для организации праздника. Хорошо. Потом ответ. Потом звонок, звонит мне парень. Bonjour, с каким-то таким акцентом. И он говорит, вы говорите по-русски? Я говорю, да. И приходит запрос, это был январь месяц. Он говорит, знаете, у меня есть гостья, она хочет день рождения в Шато 18 века. Как же ее звали? Не помню. В общем, она отмечала здесь свои 40 лет. У нее приехали подруги со всего мира. С островов, с Америки, с Лондона, с Парижа. Много гостей было? 10, их, по-моему, 12 человек было. Разместились? Да, разместились. Значит, это же была зима, и я думаю, окей, небольшая группа людей, значит, они должны быть здесь. Я смотрю на эту всю комнату, у меня здесь было пятно от пожара черное на потолке. Я говорю, Кристина, это моя помощница, я говорю, Кристина, наверное, нам надо все-таки покрасить эту комнату к приезду нашей гости. Вот, и, в общем, мы идем в этот проект вдвоем. Моя Кристина красила потолок за 3 дня, она его покрасила. Мои леса, мне не хватало высоты. И что она сделала? Она взяла маленькую лестницу с 3 этими, поставила сверху и начала красить. Это еще не конец истории. Я покупаю краску, как во всех классических ремонтах, называется blanc cassé, ну типа вот этот бежево-белый цвет. Да. Она зовет меня и говорит, Кать, у нас потолок голубой. Я говорю, в смысле голубой? Как это? Становится с Да. новой краской. Да, то есть, в принципе, должен быть белый, а потолок голубой. В общем, я не знаю, каким образом. Я думаю, что делать так, если серые стены, он голубой. Этот потолок кораллового цвета. У него пигмент практически розово-коралловый. Когда мы мешали краску руками, мы взяли, в общем, эту белую, розовую, у нас получился коралловый цвет. Мы наносим, и у нас получается четко идеальный бело-серый потолок. Потому что за счет того, что стены серые, идет преломление света, и поэтому стандартное решение, как обычно за все эти 4 года, Невероятно. здесь нет никаких стандартных решений.
Вот, и в общем, история так, что мы реставрируем комнату, мы не успеваем, и гостья говорит: могу я приехать на дегустацию вина? Ну, давайте согласуем меню, вино. Я так... А потолок-то? А тут нет, тут не потолок, тут стены, тут грязь, тут нет мебели, леса, эти лестницы. Я говорю: хорошо, приезжайте, когда там? Через 2 дня. Значит, мы это все уносим, заносим мебель. Все, вот как вот сейчас мы сидим, заносим мебель. Я провожу эти переговоры. Там 2 часа. Ой, мерси, типа, встретимся через неделю. Тут же заезжают леса, и мы продолжаем красить стены. Никто не заметил, да? Ну, как бы я и сказала, что, говорю, я вот хочу вам взять приятное, мы делаем, в общем, реставрацию этой комнаты, а встретимся через неделю. Да. И, кстати, краску я сама подбирала пигмент руками, чтобы месье Гонзалес, его звали, именно тот архитектор исторических памятников, не заметил, что тут что-то реставрировалось. А можно немного рассказать про семью Марселюс? Кто они, да? Кто они, да? Принадлежал ли этот дом кому-то после них или сразу же перешел к вам? Дом передавался по наследству с конца XVIII века, когда Андре-Жозеф Мартин-де-Тирьяк де Марселюс получил его от наследства от своего дяди. Ну, то есть как-то вот они договорились. 2 года он судился. У меня есть письма оригинального XVIII века, где он все-таки получил право стать собственником дома. Но это были руины. То есть был только XVI век и остатки, в общем, какие-то остатки XVI века. И он его восстанавливает. Да, и он, в общем, срезает полностью цокольный этаж, да, то есть он оставляет только подвал и строит новый дом в XVIII веке. Дом построили за 3 года. Архитектор из Бордо был. Получается, что он передавался из поколения в поколение до самого 2019 года. То есть дом находился в семье, просто семья Марселюс в 1901 году, Адам Момброн, женится на невесте из семьи Марселюс, и семья Марселюс, к сожалению, теряет свою силу, наследственную историю, да, наследственную нить, и дом передается по наследству в семье Момброн. Вот. Примерно на сегодняшний день насчитывается около 450-500 человек семьи Марселюс. Мы с ними в очень хорошем контакте. В 2021 году, когда я начала как раз-таки первую историю, запустила аренду комнат на Booking, практически из первых резерваций смотрю, написано «Ролан де Марселюс». Решили приехать? Они приехали из Америки. Это пара, у них 6 детей. Они сняли, мне как раз на тот момент было только 2 комнаты. Они остались только на 1 ночь, я приготовила ужин. И я помню, что, не помню, как ее звали, но его жена перед отъездом, она сказала: «Катрин, вы настоящий от». Ну, то есть от и отес, отель. Это те люди, которые принимают гостей, ну, на ночлег, да, которые принимают гостей. Хозяйка, да. Хозяин и хозяйка, точно. Гостеприимная, да. Душевная. И вот это был 21 год, и она сказала, что это ваш талант, я очень рада, что дом достался вам. Я не сомневаюсь, что это и есть ваше призвание, и нужно продолжать просто восстанавливать такую красоту. Получается, что то есть реставрация шла потихоньку, да? Сначала 1 комната, потом другая. Да, сейчас их 5. Сейчас их 4, потому что у меня всего 4 ванные комнаты, но у меня есть еще 5-я, как дополнительно, если нужно кого-то дополнительно разместить. Получается, каждая комната была под какую-то причину, проект. К моему дню рождения я восстановила желтую комнату частично, потому что мне нужно было поселить двоюродного брата и сестру моего мужа. А так как те комнаты были отреставрированы, а это было не очень, в общем, эстетичное, мы сделали новую комнату. Вот. И в прошлом году я решила к ней сделать новую ванную комнату. И вот мы красили, это был мой первый волонтерский проект. У меня были 2 девушки с Инстаграма, вот так мы познакомились, они прожили у меня 2 недели.
И сейчас многие говорят, что желтая комната самая красивая вообще из всей истории Нужно декора. обязательно сделать видео этой Да, комнаты, показать. да, вот. То есть названия комнат даются По-разному. Вот как чувствовалось. Например, спальня балдакян, потому что в ней основная историческая ценность – это балдахин, который я нашла на чердаке, который сшит руками. Комната Бордо, потому что на цвета Бордо, и как мы еще в регионе Бордо, и то, что вино Бордо, то есть там видно Она была цвет. такого цвета или Нет, тоже? она была, кстати, на аккаунте Шато до сих пор есть до-после. А самый яркий момент – это посмотреть ванную в комнате балдахин до и после. То есть это просто сразу можно… Небо и земля. Да, и причем мы же ничего не ломали, мы ничего не меняли, мы просто использовали прием цвета, света, текстур. Мы докрашивали плитку, мы перекрасили пол, мы доложили немного плитки в ванной и выбрали, наверное, было самое долгое решение, что же мне делать с этими, знаете, синими мозаикой, синей плиткой 70-х годов, где полу еще отваленная плитка. Это вот такое было состояние ванной комнаты. Это были какие-то рекомендации дизайнера или Нет, по ощущениям? Это все было по своим ощущениям. Мне помогал Pinterest. Кстати, часто, когда приезжают ко мне гости, они у меня спрашивают, как вы вдохновлялись. И это книги, музеи. Так как мой муж занимался антиквариатом, я была много где в красивых домах, в гостях, на приемах. Насмотренность. Потом у Инстаграма появилась такая хорошая возможность вот этого вот поиска, которая интегрируется под твои интересы. И, наверное, первые 2 года я каждый вечер, мой муж смотрел фильмы, телевизор, а я просто сидела, смотрела картинки. Pinterest, Instagram, Pinterest. И пропитывалась этой насмотренностью в декоре, в сервировках стола, цветы, мероприятия, еда. И вот за 4 года теперь есть это своя база. Воплощается в реальность. Да. Это невероятно. А вот вся мебель, которая здесь находится, и очень много деталей, картин, зеркал, это все было или… Нет. То есть дом был пустой? Дом был практически пустой. Была эта мебель, поэтому называется Salon Rose, потому что это оригинальный гарнитур 18 века. Этот салон никогда не выезжал из этой комнаты, он всегда здесь был. Еще сохранилось пару диванов, пару кресел, которые в большом салоне цвета. Все остальное мы привезли с собой. Мы начали покупать антиквариат с 2019 года, мы еще даже не переехали в дом, мы знали, какие предметы могут подходить. Когда мы приехали, у нас было 40 фур. И это все складывалось в тот дом, где жили вы, да? Частично. Где-то оставалось в магазинах, где-то все-таки у нас дома, потому что у нас в доме тоже было 2 гектара, у нас была как бы отдельная возможность сохранять предметы. Вот, да, 40 фур вообще приезжает, и 9 из них это были только наши личные вещи. Кто все это координировал? Мы брали транспортную компанию. Вообще, кто все это покупал, договаривался, велся коммуникация? Мой муж. Да, то есть мой Самуэль, он отвечал за декор, за антиквариат, потому что это его стихия. Он занимался антиквариатом, да. И ему это очень все нравилось. Да. И он в этом вырос, он проработал. Арежину было в прошлом году 30 лет, даже чуть больше. Он начал работать в 97 году у папы. Его сын. Это кто? Нет, Самуэль мой муж. Арежин? Арежин его компания. Вот, Арежину 30 лет этому бизнесу, эту компанию она знаменита именно каминами, каменным полом, паркетом, все, что связано с одеждой, называется second hand, vintage, а в стройматериалах это называется récupération, то есть дом под снос,
И он покупал балки, окна, двери, все это снималось, и с этого, это были первые его, с папой они работали в таком формате была компания. 40 фур, боже мой. Да, и есть где-то фотографии тоже в интернете, что этим же фурам еще нужно было развернуться, они в дом не могли заехать, то есть вот под мои ворота фура не проходит, им нужно было еще развернуться. Они мне разнесли сад слева и справа. Это просто было, а так как это еще был ноябрь месяц, шли дожди, у меня даже где-то есть видео в архивах в Инстаграме, просто я так открываю дверь, даже не нужны резиновые сапоги, даже резиновые сапоги не спасают, что ты просто проваливаешься в эти лужи. И, наверное, это все заросло за сезон. Мы засеяли заново траву, мы восстановили эту аллею. Первым делом то есть то, что мы сейчас видим сад, он вообще не был таким. Мы много что срезали, перед домом росли какие-то цветочные кусты, мы их срезали, там большая была корневая система, мы арендовали специальный трактор, который экскаватор, чтобы выкорчевывать эти корни, потому что муж у меня хотел, чтобы была плоская, плавная, ровная терраса с камушками. Кто принимал решение, кто был глава семьи и вообще как, что делать? Или находились компромиссы? Наверное, у каждого была своя зона ответственности. Если что касаемо декора, то, конечно же, муж принимал решение. Но что касаемо было выбора цвета стен, как ни крути, все равно это была я. И есть еще одна смешная история. Когда мы только начали делать ремонт, это же как авантюра, то есть только это как дети в песочнице играют. И да, ремонт развлечение. Просто это вот игра. Очень много ремонтов заканчивается разводом. И когда мы заканчивали уже с Кристиной делать ремонт, приходил мой муж, он закуривал сигарету. Все это так смотрел, такой: что ты там так плохо покрасила? Там вылезла. Я не вижу, у меня же плохое зрение. Что там плохо покрасила? Я уже просто после 2 недель нон-стопа, чтобы быстрее сделать проект, потому что какой-то очередной гость приезжает. Я говорю: окей, хорошо, говорю, на тебе кисточку, ты красишь. Он говорит: нет, все, я пошел. Потом опять возвращается, когда мы уже занимаемся декором, вазочки ставим, стулья. Он говорит: нет, мне это все не нравится, надо все переставить. А я же женщина овен, и тут включались эмоции. Огонь. Что? Нина, ты где был? Я тут все сама сделала. В общем, я все переставляла. Нет, так было. Он все поставил, уйдет. Часа 2 приходит, я поднимаюсь, все переставляю. И потом он заходит и говорит: все поставил обратно. И Кристина каждый раз смеялась над тем, что у нас мебель путешествовала в каждой комнате по 3 раза. Ну, говорят, что это даже полезно, потому что энергия течет. Мужская шла энергия, женская, на женская остановилась. О чем вы мечтаете? О море. Тогда это ко мне в гости. У меня очень много моря. Я мечтаю сейчас о шезлонге, книге, о сне, чтобы слышать шум моря. Это, наверное, вот ближайший прям мой список желаний. Это чтобы отдохнуть, да, расслабиться, перезагрузиться. А так, если масштабно, глобально, на данный момент, наверное, ни о чем. Не знаю, это сложно объяснить, потому что когда каждый день живешь в масштабе, в масштабных принятиях решений, достаточно серьезных принятиях решений, сложностей, именно нестандартных подходов, как вот я рассказывала с потолком, да, то масштаб, он как-то переходит в реальность. То есть мы всегда говорим: нужно строить большие цели, но это цели. А вот о чем я мечтаю?
Я вот сказала искренне, я мечтаю о море, шезлонге и книге. То есть можно ли сказать, что у вас не мечты, у вас цели? Да, у меня есть цели. И я всегда говорила мужу, когда мы приезжали сюда, что мы даем этому проекту 10 лет. Уже 4 прошло, осталось 6. Что я работаю еще 6 лет. Я делаю из этого, насколько возможно в моих силах, масштаб. И он работает сам по себе и приносит мне радость. А у вас море, книга и шезлонг. И мои собаки. И собаки. Да. И тоже я рассматривала как раз-таки юг Испании, где можно проживать эту безмятежную дольче фар-ньенте, да, которые говорят. Но мне говорят, что у вас это не это получится. все, да, это все самообман. Это буквально полежишь 2 недели. На 4 дня, мне кажется, с вашей... Ну нет, я неделю полежу, и потом думаю, так, сейчас мне еще что-нибудь в Испании. О, да, ну, прекрасно. У меня была идея, конечно, заниматься, продолжать реставрацией недвижимости. Я посматривала на квартиры в Испании, в неизвестных регионах. Я видела даже квартиры по 10-15 тысяч евро. Ну, реставрация квартир в Испании – это не паханое поле. Да. На самом деле. И теперь, пройдя путь тоже социальных сетей, как продавать этот проект, как заниматься арендой, что нужен персонал. То есть, в принципе, можно и в Испании что-то сделать. Но сначала море, шезлонг, книга, собаки. Да, вот. Идеально. Идти без телефона. И последний вопрос по поводу мероприятий. Сейчас вы проводите девичники, женские мероприятия, но я знаю, что вы планируете мероприятия другого формата. Если это не секрет, планы на будущее можете немножко приоткрыть. Чуть-чуть. Главное, чтобы все с меня не унесло. Значит, да, как появились девичники, очень спонтанно, в прошлом году мне пишет одна из моих подписчиц из Красноярска, и она подписана на одну девушку, которая организовывает мероприятие в Париже. И у нее была поездка как раз-таки в мой регион. И она говорит, Катрин, напишите ей, мне кажется, вы сможете сделать какую-то совместную историю. И мы проводим с ней первый девичник в июне, у нас быстро набралась группа. И мы продолжаем работать июнь, июль, август. Мы провели 3. И потом я понимаю, что все-таки интереснее быть одной в доме. Все-таки как бы такой качественный диалог возникает. И то есть это свежий проект. И в этом году я вот с мая месяца провожу эти мероприятия. Их идея в том, что, конечно же, это нетворкинг, но когда мы пытаемся продавать место на девичнике, очень трудно это сделать, потому что невозможно передать то, что происходит в этих стенах. И как это получится, да? Каждый раз по-разному? Каждый раз по-разному. Каждый раз разные диалоги, разные эмоции. Кто-то танцует, кто-то какие-то беседы с ромашкой на террасе. Кто-то про хлеб и кто-то заказ. про хлеб. Но так интересно, что сколько я видела уже групп, проходит час, и девушки начинают обсуждать жизнь. И это так интересно, потому что нам иногда сложно позвонить маме или подруге, рассказать там самую какую-то свою глубокую проблему, но почему-то здесь, когда люди незнакомые, открываешься намного легче. И когда, у меня вот такая проблема, ой, да у нее такая же, и как-то начинается обмен опыта, и уже и не так страшно уезжать, то есть возвращаться в свою рутину, потому что у всех свои истории. Я, конечно, за эти 2 года слышала много историй. Мне говорят, что нужно писать мемуары, но я бы не писала бы истории о других людях, лучше только о себе. А вот мне наоборот нравится, да? Про других людей, да. Поэтому я сейчас... А по поводу планов, ближайшее мероприятие у нас будет концерт. В моем первый раз в доме будет 250 человек.
Я ожидаю гостей из администрации, депутатов, сенаторов. Потом я все-таки я хотела сделать в этом году бал, как вот был на мой день рождения, в стиле Марии Антуанетты. Я думаю, что в октябре также мы будем продолжать делать мероприятия. Есть в планах продолжить зимний сезон, проводить тоже женские мероприятия. Мы делаем в конце августа семейный уикенд для как раз родителей и детей. Что еще? Посмотрим, что будет про Новый год. Я все-таки, наверное, выберу море и шезлонг. Вот. И, конечно же, из глобальных планов, что помимо шато у меня есть еще 2 здания, которые хотелось бы отреставрировать и сделать там тоже историю. Не знаю, смотрим, как мне хватит на масштаб. Остаетесь ли вы одна в этом доме, и не страшно ли вам? Все-таки такой огромный дом, мне бы было боязно. Когда я остаюсь одна, я очень радуюсь, потому что это происходит очень редко. Я, наверное, в доме одна, но вот если про летний сезон говорить, где-то раз в 3 недели. Я вот полностью одна со своими собаками, я могу позавтракать, даже иногда фильм посмотреть. Зимой, конечно, я чаще одна, потому что у нас не было приема гостей, но нет, не страшно. У меня есть 3 собаки, у меня есть большой пес, его зовут Ок. Вот. Очень смелая. Он мой защитник. Вот. Я с ним ничего вообще не боюсь. Вот. И все-таки я этот дом знаю наизусть. Я даже могу ходить по коридору с закрытыми глазами. Без света. Ну, то есть, чтобы, например, из этой комнаты, из кухни пойти к себе в спальню, когда телефон разряжен, не могу включить фонарик, и я знаю, так, здесь у меня выключатель, так, нажала, дальше пошла, так, там выключила. То есть я знаю все абсолютно в своем доме. Я удивляюсь этой энергии, этому масштабу. Я желаю вам успехов во всех начинаниях, во всех проектах и сил и вдохновения. Спасибо большое. Спасибо большое за интервью. Очень было приятно пообщаться. Друзья, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм Катрин Роже, следите за обновлениями, приезжайте на девичники и не только. И до встречи в новом эфире.